И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 20 марта. Ну, так сегодня днем уже не стал делать общую сводку военную. Честно говоря, очень сильно устал. Решил сегодня немножко отдохнуть. Но без сводки, естественно, я вас сегодня не оставлю. Итак, что у нас произошло сегодня на протяжении этого дня? Начинаем традиционно с южного направления. Пока здесь никаких серьезных сообщений о больших каких-то там движениях влево-вправо нет. Единственное, о чем идет информация, о том, что российские войска продолжают наносить ракетные удары по пригородам Николаева. В северном пригороде Николаева, в районе Константиновки, были мощные прилеты, ракеты, в том числе, похоже, был применен также еще один кинжал, то есть что-то серьезное было поражено. То есть российские войска Николаевский гарнизон в покое не оставляют. Также местные жители сообщают о том, что казармы 79-й бригады до сих пор разбирают завалы, до сих пор извлекают тела. Никто не знает, сколько там человек погибло. И на самом деле данных никаких нет. Предполагают, что чуть ли не 200 человек. То есть, я так понимаю, никто не знает никакой цифры, ходят разные слухи. Пока, подчеркиваю, завалы не разобраны. Буквально казарма сложилась, и из-под нее выгребают камни, тела и даже части тел. То есть потери ВСУ при этом ударе были очень и очень сильными. И очень похоже, что в связи с вот этими потерями в Николаеве была издана новая инструкция, чтобы больше не показывать подобные удары. Чтобы не расстраивать население, чтобы не вводить в панику территориальную оборону и не понижать боеспособность ВСУ. И вот, например, сегодняшний удар уже в районе Овруча, куда тоже был нанесен довольно серьезный удар, и по данным Министерства обороны Российской Федерации, потери ВСУ составили до 100 человек убитыми, вот он никак не отобразился в украинских СМИ. То есть вроде бы его нет. И на это тоже есть определенная причина, потому что с сегодняшнего дня остатки, вы знаете, плюрализма и демократии были вычеркнуты из Украины окончательно. То есть на сегодняшний момент запрещена не только условно, да, назовем это, хотя там давным-давно никогда не было, наверное, никакой пророссийской оппозиции, она даже запрещена так называемая патриотическая. Сегодня был издан указ о том, что все новости теперь в Украине будут однообразны и будут определяться только правительством страны. И все это было вызвано теми спорами, которые сложились между властью и так называемой патриотической оппозицией по поводу Мариуполя. Потому что так называемая патриотическая оппозиция требовала деблокировать Мариуполь, ну а власти сказали, что мы этого сделать не можем чисто физически. Ну а раз не могут сделать чисто физически, и чтобы они замолчали, они просто запретили оппозиции, имеется в виду Порошенко и его партии, просто гнуть свою линию. Между тем в Мариуполе действительно для гарнизона ситуация складывается катастрофическая. За последние дни были заметные продвижения войск Российской Федерации и народной милиции ДНР. По сути, штурмующие войска с обоих сторон вышли к заводу Азовсталь, то есть цитадели, где укрепились в первую очередь азовцы. Российские войска заметно продвинулись в первую очередь именно в западной части города. Именно здесь достигнут наибольшие успехи. Зачищены вот эти основные высотные микрорайоны. И дальше впереди у российской армии такая низкая застройка, в которой работать намного легче. А отсюда и движение дальше должно быть быстрее. К тому же и силы гарнизона заметно упали, уже у них нет почти никаких тяжелых вооружений. Редко-редко не огрызаются артиллерийскими выстрелами, там несколькими ракетами града. Но это уже принципиально не играет никакой роли. В основном российская артиллерия работает всеподавляющая, авиация работает всеподавляющая. Очень сильная обработка идет именно Азовстали. И дело идет к окончательному уничтожению гарнизона ВСУ в этом городе. Причем то, что Мариуполь обречен и через несколько дней будет полностью зачищен, говорят даже американская разведка. То есть по их данным Мариуполь может продержаться максимум несколько дней. И также, судя по сообщениям из администрации президента, которые проникают иногда все-таки в свободное пространство, американская разведка дала свой прогноз и по Донбассу. По мнению американцев, Донецкий фронт будет окружен в ближайшие 2 недели. Потому что и на юге, и на севере Российская Федерация заканчивает перегруппировку довольно больших сил. В районе Изюма-Балаклея, а также в районе южнее Угледара создаются новые мощные ударные группировки, которые, подчеркиваю, по мнению американских военных, должны в ближайшие дни перейти в генеральное наступление по окружению Донецкой группировки ВСУ. Причем на Кураховском направлении сегодня российские войска продолжали оттеснять противника на реку Сухая Яла и в целом уже заканчивают выход на эти рубежи. По Угледару также есть уточнение, пока полностью Угледар не зачищен, также несколько сел внутри вот этих мест, которые я уже закрасил, под контроль России и ДНР, также там буквально несколько сел, населенных пунктов еще не зачищено, но это, как говорится, уже идет зачистка, то есть никакого там серьезного сопротивления нет.
И фронт медленно, но уверенно приближается к Курахово. По поводу Марьинки идут ожесточеннейшие бои. Работает российская артиллерия, работает авиация. То же самое. Горловка, продвижение в небольшое, но тоже есть. По Северодонецку и Лисичанску пока никаких новых новостей нет. Ну, очень похоже, что народная милиция ЛНР после взятия в целом Рубежного перегруппирует свои силы для атаки на Лисичанск. Потому что, вероятнее всего, в первую очередь атака должна произведена быть именно на Лисичанск. А потом уже Северодонецк достанется Луганской Народной Республике как трофей после взятия этого города. Под Изюмом пока без перемен, но, как я сказал чуть ранее, готовится очень мощная, серьезная наступательная операция российских вооруженных сил. Заканчивается их перегруппировка, и, я так понимаю, в ближайшие дни стоит ожидать довольно серьезных боев на этом направлении. Потому что официальный Киев перебросил сюда очень большие резервы, прекрасно понимая, что это последний рубеж, где еще российские войска можно задержать. Дальше они выходят, по сути, в голую степь, и задержать их там будет очень и очень трудно. Вот это то, что я могу сказать по итогу сегодняшнего дня, о тех перспективах, которые намечаются на несколько следующих дней. Продолжаю внимательно следить за ситуацией. Ну и завтра уже планирую работать в штатном режиме, немножко отдохнул, немножко выспался. В общем, до завтра, до утра. Всего доброго и до свидания.